Рецептом этой смеси поделился основатель данного канала, который исследует естественные способы оздоровления уже более 28 лет. Автор сам применяет эту смесь, доволен результатами и с удовольствием делится рецептом с нами. Мы принципиально не будем вникать в глубины, но скажем лишь одно. Влияние на гормоны осуществляется за счет синергии определенных семян с ферментами организма человека. Связь разных жирных кислот, клетчатки, а также богатый минеральный состав оказывают двойное действие на эндокринную систему. Мужские и женские гормоны стимулируются и балансируются. В данном случае идет бустинг синтеза тестостерона у мужчин и баланс эстрогенов у женщин. При этом ненужные плохие эстрогены выводятся из женщины, а нужные ей хорошие эстрогены стимулируются. Итак, базовый рецепт смеси для мужчин и женщин. Прежде всего, для измельчения семян автор рекомендует использовать именно ступку, а не кофемолку. Это занимает больше времени, нужно больше усилий, но зато все молекулы ингредиентов остаются в неповрежденном виде. Это также сказывается на эффективности средства. Ингредиенты. Не обращайте внимания на упаковки. Семян нужно совсем немного. Всего по 1/3 чайной ложки. Для одной порции вам понадобится: первое. Кардамон. Чем свежее, тем лучше. Свежий кардамон имеет салатневый оттенок, а бледно-желтый цвет свидетельствует, что зерна уже сухие и эфиры выветрились. Второе. Семена льна коричневые. Третье. Семена киноа белые. Четвертое. Семена чиа. Пятое. Семена амаранта. Возьмите 2-3 штучки кардамона. Можно сразу очистить и взять только семена. Но автор выбрасывает оболочку в самом конце. Для базового состава потребуется 1/3 чайной ложки льна. Столько же добавьте семян чиа, киноа и амаранта. Теперь необходимо растереть все семена до состояния, когда их оболочка будет разрушена. Но перетирать в мелкую муку не рекомендуем. На экране вы видите, до какого состояния необходимо растереть семена. Оболочку от кардамона можно выбросить. В итоге у вас должна получиться 1 чайная ложка базовой смеси. Эта смесь подходит одинаково для мужчин и женщин. Принимается смесь за 30 минут до еды 1 раз в день. Автор рекомендует взять смесь в рот и тщательно жевать, пока она не превратится в однородную кашицу. В это время происходит насыщение смеси ферментами из слюны, а часть полезных веществ попадает, минуя желудок, сразу в лимфатическую систему и кровь. Через 2-3 минуты можно глотнуть смесь и запить стаканом теплой воды. Напомним, что это базовая смесь, которую рекомендуется употреблять в качестве профилактического средства. Однако эту смесь можно модифицировать с учетом особенностей эндокринной системы женщин и мужчин. Как поддерживать или восстановить мужское здоровье? Если требуется усилить влияние на мужское здоровье, в эту смесь добавляют тыквенные семечки. Автор рекомендует использовать только органические семена из домашней тыквы темно-зеленого цвета. Именно в таком продукте максимальное количество цинка, селена и других нужных мужчине веществ. К базовому составу необходимо добавить 2 чайных ложки семян тыквы и растереть все это. Как поддерживать или восстановить женское здоровье? Если требуется усилить влияние на женское здоровье, в эту смесь добавляют семена льна. К базовому составу необходимо добавить 2 чайных ложки семян льна и растереть все это. Из-за жесткой оболочки семена льна перетираются хуже всех остальных. Главное приловчиться, как правильно пользоваться ступкой, и все получится. Все 3 разновидности смеси принимаются за 30 минут до еды и запиваются стаканом теплой воды. Вода 40-42 градуса по Цельсию – идеальный выбор. Столько воды необходимо для того, чтобы клетчатка семян разбухла в кишечнике и, образовав пищевой комок, очищала его, всасывая в себя токсины, тяжелые металлы и вредные эстрогены. Принимать рекомендовано 1 месяц и затем сделать перерыв на 2 недели и снова принимать 1 месяц и затем снова перерыв.
При желании курс можно повторить. В качестве профилактики можно применять средства 4 раза в году. Когда ждать эффект? Автор рецепта сказал, что средство действует очень мягко, и это важно, говоря о безопасности, а следовательно результат можно увидеть не ранее, чем через месяц приема. Вообще нужно принимать до желаемого результата. Противопоказаний для преобладающего большинства людей нет, так как это всего лишь семена. Притом дозировка настолько мизерная, что принимать средства можно смело. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.